Даже спустя 7 лет PES 2017 не теряет своей актуальности, и с каждым новым годом на нее выходят новые актуальные патчи с новыми футбольными сезонами. И сезон 23-24 не стал исключением. Мы уже успели рассмотреть патчи для 21 части, поэтому предлагаю обратить внимание на 17-ю. И сегодня рассмотреть патч Т99. Тот самый патч, на основе которого большинство патчей и делается. Сегодня я расскажу про его контент, объясню, как его устанавливать, и вынесем, как и всегда, ему свою субъективную оценку. Не забывайте поддерживать это видео своими лайками, подписывайтесь на канал, если находитесь здесь впервые, и прожимайте колокольчик для уведомлений. Ну а мы приступаем к обзору. Модификация под названием Т99 обновляет 17-ю часть под сезон 23-24, и, соответственно, были проведены все актуальные трансферы игроков в европейских и не только лигах. Также были обновлены составы участников в АПЛ, Ла Лиге, Бундеслиге, Серии А, ну и так далее. Конечно же, разработчики не прошли мимо нашумевших и хайповых лиг, наподобие МЛС и некоторых команд Саудовской Аравии. Были обновлены команды для состава участников Лиги Чемпионов, была добавлена новая графика для некоторых чемпионатов, и в целом все лиги и турниры, которые присутствуют в этой игре, имеют свою официальную и, по сути, лицензированную графику. Конечно же, было добавлено большое количество новых фейсов, были обновлены рейтинги, были обновлены мини-фейсы в меню выбора состава. Конечно же, также не прошли мимо национальных сборных, были добавлены даже новые, например, сборной Канады. Добавлены легенды в отдельных командах легенд. Ну и также вся графика в патче, а именно стартовый экран, меню, прочие вкладки были обновлены под стать eFootball 2024. Если вы не хотите играть в eFootball 24, вы все равно можете сделать из 17 части eFootball. Что касаемо установки, то здесь, в принципе, ничего сложного нет. Скачивайте архивы по ссылке в описании, и перед вами возникнут экзешники, которые, по сути, и установят патч на вашу 17-ю часть. Указывайте в экзешнике путь в папку Download, которая находится в PES 2017. Это касается как первого, так и второго экзешника. После чего перекидываем оставшиеся CPK файлы также в папку Download, и все это дело генерируем с помощью программы PES 2017 Deep File List Generation. В программе проставляем NodeLC, выбираем Check All и Generate. После чего патч установлен, и запускайте игру от имени администратора. Хотелось бы отметить, что с каждым новым сезоном, несмотря на то, что 17 части стараются поддерживать жизнь, все более-менее хороших патчей остается не так уж и много. И даже эта модификация, несмотря на все ее плюсы и в целом то качество контента, которое она с собой приносит, ну далеко не во всех моментах идеально. Но, как мне показалось, из всего, скажем так, небольшого выбора патчей для 17 части, этот, ну, один из лучших. Но как бы то ни было, надеюсь, этот ролик оказался полезным для вас. Если это так, то не забудьте поддержать его своим большим пальцем вверх. Оформляйте подписку на канал с колокольчиком, если находитесь здесь впервые. И пишите в комментариях, играете ли вы до сих пор в PES 2017. У меня же на этом все. Я желаю вам всем удачи с установкой и, конечно же, приятной игры по ее завершению. Всем пока, дорогие друзья!